Всем привет! Я прилетела в Армению. В этом видео я покажу вам Ереван и другие интересные места этой прекрасной страны. Расскажу, что здесь можно посмотреть, где лучше остановиться, где и что попробовать, а также дам полезные советы тем, кто едет в Армению в первый раз. Армения – красивая и гостеприимная страна, а ее столицу Ереван часто называют солнечным городом. Это неудивительно, здесь около 300 ясных дней в году. Ереван солнечный еще и потому, что люди здесь кажутся очень теплыми, они по-настоящему рады гостям. Для въезда в Армению россиянам не нужна виза. Более того, сюда можно приехать даже по российскому паспорту, а побывать здесь точно стоит. Армения – одно из старейших христианских государств в мире. Ереван интересен не только историей. Это современный город с уютными кофейнями, галереями, парками и прогулочными зонами. За пределами Еревана вас ждут древние храмы, красивая природа и невероятные горы. И пусть Арарат находится не в Армении, вы все равно сможете полюбоваться им во всей красе. На знакомство с Арменией я советую выделить не менее недели. Ереван можно осмотреть даже за один день, но в этом городе приятно никуда не спешить. Иногда здесь хочется просто погулять без цели. Ереван – город фонтанов. Они его украшают и освежают. Очень здорово, что буквально на каждом шагу встречаются и питьевые фонтанчики. Ереван – это город чистой и вкусной воды. Что посмотреть в Ереване? В первый же день я решила взять пешеходную экскурсию с местным жителем, чтобы точно ничего не упустить и послушать интересные истории. Ссылку на этот тур я оставлю в описании под видео. Одна из главных достопримечательностей Еревана – площадь Республики. Это сердце города, где можно полюбоваться архитектурным ансамблем из 5 зданий из розового и белого туфа. Площадь украшает фонтаны, а по вечерам здесь проходит светомузыкальное представление. Интересные дома в Ереване скрываются за каждым поворотом. Особенно впечатляют здания из туфа. Не менее интересен самый старый храм Еревана – средневековая церковь Святой Богородицы. Армянские храмы вообще производят огромное впечатление – не своим убранством, а своей атмосферой. О многослойной истории Армении вам расскажет голубая мечеть Еревана. Некогда эти земли находились под персидским влиянием. Однако стоит сказать, что армяне никогда не отказывались от христианства. Еще одно интересное место – кинотеатр «Москва» с красивым фонтаном и необычным памятником Шарлю Азнавуру. Оперный театр и площадь Свободы Еревана – это архитектурная классика советского модернизма. Тут тоже есть чем полюбоваться. Кстати, в Ереване стоит сходить в оперу, с афишей можно ознакомиться на месте. А это Северный проспект. Главная пешеходная улица столицы Армении. Магазины, кафе, уличные музыканты. Здесь оживленно в любое время дня. Ереван интересно изучать. За красивыми фасадами необычных зданий можно обнаружить вот такие уютные дворики. Пройдя сквозь сувенирную лавку, попасть во двор необычного ресторана. Заглянув за угол, найти новое креативное пространство. Одна из фишек Армении – хачкары. Хачкар – это вид местных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Резьбу вы вообще будете встречать повсюду. Одна из самых впечатляющих достопримечательностей Еревана – каскад – грандиозная лестница с фонтанами и скульптурами. Его высота 78 метров.
Подниматься по ступенькам не обязательно, можно воспользоваться эскалатором, который находится внутри. А вот спуститься лучше пешком, чтобы внимательно рассмотреть все скульптуры и фонтаны на площадках. Однако туристы забираются на каскад не только ради этой красоты. Главная цель каждого путешественника – панорама города и лучший вид на Арарат. Правда, красавец Арарат покажется вам только в ясную погоду, а лучше всего он виден с утра. Армянская кухня – это отдельное удовольствие. Знакомство с ней я начала с ресторана «Грилиан». Тут большой выбор традиционных блюд, красивая подача и приятные цены. Но пришла я сюда в первую очередь за уникальным блюдом, о котором говорит весь город – за вана-кебабом. Это не просто кебаб, это легенда. Попробовать его можно только в ресторане «Грилиан» на Туманяна, 32. У этого блюда удивительная история. Когда пастухи поднимались в горы Вана, у них с собой не было шампуров. Поэтому они лепили фарш прямо на кость и жарили на огне. Так родился вана-кебаб. Блюдо, в котором есть душа, огонь и настоящая Армения. И сегодня именно здесь, в Грилиан, продолжает ту самую традицию. Один кусок, и ты сразу понимаешь, почему об этом говорит весь Ереван. Где еще можно поесть в Ереване вкусно и недорого? За бюджетной и при этом вкусной домашней армянской кухней можно заглянуть в ресторан «Таверна». Совсем дешево и быстро можно поесть в сети ресторанов «Караз». Тут тоже есть национальные блюда. Из атмосферных ресторанов мне запомнилась «Кавказская пленница». Тут обширное меню и необычный интерьер, в котором хочется фотографировать каждую деталь. Я прилетела в Ереван на 9 дней. 2 из них я решила провести в отеле, а затем на неделю арендовать квартиру. Так оказалось разумно и по цене, и по комфорту. На первые дни я выбрала себе отель Holiday Inn Express. Я выбрала его по нескольким причинам. Во-первых, у него очень удачное расположение. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от площади Республики, примерно в 15 минутах от каскада и других интересных мест. Тут есть прогулочные зоны, рестораны, кафе, супермаркет, много чего еще. Это очень оживленный и приятный район. Сам отель мне понравился, он оказался современным и очень чистым. Все здесь выглядит новым. Отдельно хочу сказать про сотрудников, все они очень улыбчивые и приятные люди. Стандартные номера в этом отеле оказались небольшими и при этом хорошо укомплектованными. Здесь идеальное белоснежное постельное белье и полотенца, хороший набор косметики. Если чего-то не хватает, это всегда можно попросить на ресепшн. А из моего окна открывался потрясающий вид на Арарат. Еще одна причина, по которой я выбрала Holiday Inn Express, это вкусные завтраки с системой шведский стол. Здесь несколько горячих блюд, салаты, закуски, овощи, выпечка, десерты и хороший кофе. Завтраки мне понравились. Несколько дней я пожила в этом отеле, а потом переехала в квартиру неподалеку. Она находится вообще в соседнем доме. Район остался тем же, он мне очень нравится. Сама квартира тоже хорошая, современная, чистая и совсем необходимым для долгосрочного проживания. Единственный ее минус – она оказалась немного темной, потому что окна выходят во двор. В остальном здесь было очень комфортно. И отель, и квартиру в Ереване я бронировала через российские сервисы. Это оказалось очень удобно. Если вам понравился отель или квартира, то в описании под видео я оставлю для вас ссылочки, по которой вы сможете посмотреть цены на ваши даты и забронировать эти варианты. Что посмотреть в окрестностях Еревана? Если у вас есть время только на одну экскурсию, я советую выбрать тур 3 в одном – Гарни, Гекард, Сиван. Их удобно посмотреть в формате экскурсии из Еревана за один день. Монастырь Гекард или Гекардаванг –
один из самых впечатляющих монастырских комплексов Армении. Он расположен в гранитном ущелье и основан по преданию в IV веке святым Григорием Просветителем. Большинство сохранившихся зданий относятся к VII-VIII векам. Название Гегард переводится как «копье». Считается, что здесь хранилось копье судьбы, которым был пронзен Христос. Архитектура комплекса уникальна. Часть храмов высечена прямо в скале, что делает Гегард одним из самых выразительных примеров скальной архитектуры. В 2000 году монастырь был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще одно удивительное место в Армении – ущелье Симфония камней. Оно производит огромное впечатление и еще раз напоминает о том, насколько каждый из нас мал по сравнению с природой. Симфония камней – это место, где многометровые базальтовые колонны, похожие на гигантские трубы органа, спускаются к реке Азат, создавая впечатление, что скалы поют свою древнюю мелодию. Храм Гарни – удивительное свидетельство дохристианского периода Армении. Он является единственным сохранившимся языческим храмом страны. Он построен в I веке и посвящен богу Солнца. Архитектура выполнена в греко-римском стиле. Рядом находятся остатки дворца, античных бань и крепости, образующие целый археологический комплекс. Все это окружено удивительной природой. Во время экскурсии, на которой я была, мы обедали в ресторане у озера Сиван. Мы пробовали армянские блюда из сиванского сига. Озеро Сиван по праву называют Армянским морем. Оно лежит на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Здесь расположен монастырь Сиван-Аванг, который раньше находился на острове, а после понижения уровня воды в Сиване уже на полуострове. Это место поражает сочетанием прозрачной воды и горных пейзажей. Сиван пленит вас своей красотой. Эти места я точно никогда не забуду. А благодаря гиду Марине, которая сопровождала нашу группу, я узнала много нового об Армении. 10 часов в ее компании пролетели незаметно. Мне очень понравился тур Гарни Гегард Сиван. Поэтому в описании под видео я оставлю на него ссылку. Там же будут другие ссылочки и названия. Я никогда не мечтала о поездке в Армению, но очень рада, что решила сюда приехать. Здесь теплая атмосфера, улыбчивые люди и ощущение, будто время течет немного медленнее. Армения идеально подойдет для тех, кто хочет провести неделю в неспешных прогулках, со вкусной едой и красивыми пейзажами. Ставьте лайк, если это видео было полезным. До новых встреч!